Идем? Идем. Все, внутри села. Врубай, давай свою. Сейчас я развернусь. Да что такое? Мы совсем недалеко от Назарета, в национальном парке Ципори. Когда-то Ципори или Сипфорис был крупным римским городом и культурным центром. Множество находок свидетельствует о его богатстве и процветании. Но начать свой рассказ мы хотим с подземного водохранилища и акведука, по которому в город поступала вода. И пока мы будем пробираться по узкому длинному подземному туннелю, я как раз успею рассказать вам небольшую предысторию этого места. Мы спускаемся в туннель, который являлся частью водопроводной системы города. Построили его римляне, и тогда он был длиной 13 километров. Сейчас доступна только его малая часть. Поступающая в туннель вода текла ручьями с гор Назарета. Проложена водная система была предположительно во II-IV веках нашей эры, а снабжала город водой вплоть до VII века. Туннель является естественным геологическим разломом и стал частью сложных технических решений, использованных для снабжения города водой. Водохранилище тянется примерно на 200 метров под землей. Стены его были оштукатурены, причем штукатурка, несмотря на века, на сырость, местами неплохо сохранилась до сих пор. Объем воды, запасаемый в этом резервуаре, доходил до 4300 кубометров. Высота туннеля от 8 до 12 метров. Из первого тоннеля вода поступала во второй, искусственный тоннель, который прорубали с помощью 6 шахт. Они сохранились до нынешнего времени, а уже из него вода попадала в акведук длиной 520 метров, по которому мы пройдем. И только потом вода поступала в город. Ты идешь? Иду. Итак, о городе. Хотя археологические раскопки говорят о заселении этого места еще во времена второго храма, а это на минуточку 6 век до нашей эры, впервые Ципори упоминается в описании Иосифа Флавия в 103 году до нашей эры, как красивейший город всей Галилейской страны в составе Иудеи. Спустя 40 лет город захватывают римляне, и он становится столицей Галилеи. Этот статус сохраняется в период правления Ирода Великого. После его смерти в городе вспыхивает бунт. Бунт жестоко подавлен, а город почти полностью разрушен. Позже сын Ирода, Ирод Антипа, восстанавливает город, делает его своей резиденцией и крупнейшим культурным центром Галилеи. В Ципори прибывают мастера, ремесленники, художники со всего Востока. Мостятся улицы, строится театр и виллы, город обносится крепостной стеной. Во время Иудейской войны 66-73 годов город не оказывает сопротивления римлянам и таким образом избегает разрушения. После войны начинается новый период расцвета. Город называют Иеринополис, город мира. Именно сюда переезжает Синедрион, высшие религиозные и судебные органы Иудеи. Здесь ведется работа над важнейшими еврейскими религиозными текстами. В 220 году завершается редакция Мишны, а позже начинается работа над Талмудом. А нам наверх или дальше? Дальше, наверное. А дальше вообще есть куда? Там вода. Нет, там как бы немного воды, и это дальше идет. Сейчас я развернусь. Все, выбралась.
Да что такое? Ступенька. Я гида включил. And became the center of the inhabitants' lives. Древний Ципори был разделен на две части. Верхний город располагался на холме, возможно, отсюда и название – Ципор – птица, как птица на вершине холма. А нижний город у его подножия, и он был спланирован как римский город с двумя главными пересекающимися улицами – Карда с севера на юг и Декуманус с запада на восток. Общественные здания располагались в этой части города – храмы, синагоги, рынок и бани, рядом с роскошными особняками богатых жителей города. Да, и это было строение, а эта мозаика была внутри. Может, веранда какая-нибудь была. Да, видишь, такое очертание трубы. Жители Ципори могли себе позволить богатство и роскошь. Тротуары главных улиц города покрывает мозаичный ковер. Здесь располагался богатый дом с сохранившимися мозаиками, изображающими сцены гостеприимства, и Орфея, играющего музыку для диких животных. Представьте эту улицу 2000 лет назад. Под ногами древняя мостовая, колеи от колес древних повозок, груженных товарами. Вокруг шум и суета римского Ципори. Воздух наполнен звуками, смехом, гулом торговли и, возможно, игрой на лире. Не зря Ципори называют городом мозаик. Говорят, что такого количества мозаичных шедевров, как в Ципори, больше нет нигде. Невероятные по своей красочности и тонкости исполнения мозаики, словно письма из прошлого, рассказывают о древней культуре и традициях. Крупнейшим и наиболее богатым из обнаруженных домов является дом Нила. Его размеры 50 на 30 метров. Здесь сохранились целые комнаты с мозаичными полами. Мы видим классические картины, связанные с разливом Нила и его плодородием. Башня, на которой отмечалась высота подъема воды. Чем выше поднималась вода, тем больше налогов вынуждены были платить крестьяне, так как Нил приносил большее количество плодородного ила. Богиня Нила с огромным рогом изобилия, амазонки, кентавры, сложные геометрические орнаменты.
Здесь было общественное здание и рыночная площадь, 1-4 век нашей эры. Люди вели дела и собирались в открытом дворе в центре здания и окружающих его комнатах. Какой-то кактусовый лес. Наиболее значимые находки обнаружены в жилой вилле римского периода начала III века. Сама вилла была разрушена землетрясением 363 года. Туалет? Здесь сохранился великолепный мозаичный пол с рисунками, изображающими истории из жизни Диониса, бога виноградарства и виноделия, а также мозаичное изображение молодой красивой женщины, которую называют Мона Лиза Галилейская. Для этого мозаичного полотна было использовано более 1,5 миллиона камешков 88 цветов и оттенков. В этом зале с великолепным мозаичным панно сложнейшей работы есть 3 зоны, специально оставленные под диваны. Под ними мозаика не выкладывалась, так что никаких тебе потом. А давай как-нибудь по-другому диваны переставим, сменим, так сказать, обстановку. Крепость Ципори и ее башня Турис расположены на холме, откуда открывается вид на всю местность. Неудивительно, что жители Ципори на протяжении всей его истории – римляне, крестоносцы, османы и арабы – реставрировали это здание. Причем из всего, что для этого подходило. Например, в основании крепости можно увидеть римские саркофаги. В настоящее время от крепости осталась только башня Турис. Она сохранилась и была единственным сооружением, которое выделялось на поверхности до начала археологических раскопок. А вообще сооружение, несомненно, было могучее, так как согласно книге Раама Брауна «По следам крестоносцев», здесь концентрировалось около 20 тысяч воинов перед своим последним сражением с Салах-ад-Дином в 1187 году, в результате поражения в котором Иерусалимское королевство крестоносцев перестало существовать. В этом по тем временам густонаселенном районе кипела жизнь в 1-6 веках нашей эры. В простых домах были обнаружены десятки микв чистоты, что свидетельствует о еврействе жителей района. После прихода римлян в Ципори в конце I века был построен театр, как в каждом римском городе. Театр имел 4500 мест и представлял беззаботные постановки, пантомиму, шоу, социальную сатиру. Евреям же религия запрещала посещать театр. Руины древней синагоги V века – важная часть еврейского наследия Ципори. Полы украшены мозаиками, изображающими жертвоприношение Исаака, месяцы еврейского календаря, колесо зодиака и сцены из Торы, и, конечно, минору. Этот памятник архитектуры соединяет религиозные традиции с художественными влияниями греко-римского мира.
Сейчас Цепори – это отличное место для прогулок и отдыха всей семьей. И вместе с этим это диалог времен, который мы можем услышать, если остановимся и прислушаемся. И теперь представьте, что вы стоите там. Тишина, ветер и эхо тысячелетий.